Всем привет! Меня зовут Ольга. Мы находимся в отделе ГУР Декор, строительный центр «Гвоздь» города Ижевска. Мы с вами наносим декоративные штукатурки, достаточно легкие способы для тех, кто либо обучается еще нанесению, допустим, маляры, да, какие-то начинающие мастера, либо для тех, кто хочет нанести штукатурки своими руками. По нашей статистике мы отследили такой момент. Всем очень понравился эффект пленки. Мы наносили в одном из прошлых наших видео, достаточно недавно, можете на канале пролистать, посмотреть. Мы наносили с помощью пленки известковую штукатурку, и такой эффект у нас сжатой бумаги получался. Еще один вариант, раз вам так понравилось это видео, мы еще один способ нанесения с помощью пленки вам покажем. И покажем, мало того, мы покажем эту пленку, то есть как она выглядит, какого она размера. Приступим. На подготовленную поверхность стены, то есть стена должна быть штукатуренная, шпаклеванная и грунтованная. Подготовку мы пока не рассматриваем. Это будут отдельные видео когда-то в последующем. То есть стена у вас отшпаклевана, загрунтована, мы ее красим. Выбираем краску поярче. Краска влагостойкая, водоэмульсионная, обязательно влагостойкая должна быть. И окрашиваем стену. Красим мы ее просто по периметру от угла до угла. То есть от угла до угла стену покрасили, переходим сразу на следующую стену. Верха, углы, низа мы отводим кисточкой, а все остальное мы красим валиком. Частые вопросы, чем красить, кистью или валиком. Красьте валиком. Кистью большой расход краски получается. И остается след от кисти. А валик, он раскатывает краску более равномерно. Расход у краски в среднем 200 грамм на квадратный метр. Если вы собираетесь нанести вот этот вот образец, значит вам нужно сначала померить площадь. Ну, например, стены у вас 30 квадратов. Умножить это на 0,2. То есть, соответственно, вам нужно 6 килограмм краски. Ну, допустим, 5-литровое ведро. На краску, честно говоря, не скупитесь. Ну, то есть, не берите самые дешевые краски. Пусть она будет не супер дорогая, но и самую дешевую тоже не надо. У нее будет высокий расход. Если сейчас мы красим, у нас расход 200 грамм на квадратный метр, то у дешевых красок, ну что значит дешевые краски? Например, 15-килограммовое ведро стоит 1000 рублей. Но это дешевая краска, у нее будет высокий расход и плохая укрывистость. Берите средней ценовой категории. Вот вы если приходите в магазин, смотрите краски, одна, другая, третья, четвертая, берите средней цены. И переплачивать не нужно, но и самую дешевую тоже брать не нужно. Вот таким вот образом мы красим. И оставляем сохнуть до полного высыхания. Время высыхания либо смотрите, на этикетке написано, либо ориентируйтесь на свои ощущения. То есть трогаете, щупаете. С другой стороны, если человек неопытный, да, ну, например, вы с утра начали красить, и вы закончите окрашивать только к вечеру, потому что опыта у вас нету, вы будете это делать медленно, соответственно, вы вечером докрасили, с утра вы можете спокойно начать уже наносить декоративную штукатурку. В промежутке, пока у нас краска сохнет, рассмотрим такой момент. Покрасили, оставляем сохнуть. Такой момент рассмотрим. Были вопросы у нас в комментариях на канале YouTube. Как поступать с углами? И как поступать с наличниками дверными, да, с апанелкой? Я бы предложила так. Если, например, опыта мало еще, и вы сомневаетесь, то можно сделать так. Вот этот вот малярный скотч. Вот у вас стена. Дальше у вас идет вот так вот следующая стена. Еще раз момент. Красим-то мы все в круговую. Далее краска высыхает. После высыхания краски мы можем взять скотч. Можно взять скотч щадящий. Есть они на каучуковой основе. Ну, то есть такие специальные скотчи, которые не обдирают краску потом за собой. То есть берем скотч по сухой краске, проклеиваем угол вот таким вот образом. Проклеили соседнюю стену. Эту стену тоже вот так вот проклеили. И наносим штукатурку спокойно. То есть скотч защищает соседнюю стену от каких-то нахлестов декоративной штукатурки в последующем. То же самое можно сделать с потолком. Если у вас, например, потолок крашеный. Или у вас потолок натяжной, и вы боитесь его запачкать. Берете и проклеиваете вот так вот скотчем. Как только вы штукатурку в этом месте нанесли, вот вы нанесли штукатурку, скотч сразу снимаем. Не ждем, когда он высохнет, потому что если штукатурка высохла, вы начинаете скотч снимать, и он за собой потащит частицы
засохшей уже штукатурки. То есть нанесли, вот краска высохла, проклеили скотч, штукатурку декоративную нанесли, вместе соприкосновения скотча и сразу же снимаем, пока сырое. Вот так вот поступают в среднем с углами. С наружными можно сделать точно так же. Наружный угол, вот здесь с этой стороны, как вам показать-то? Вот так, наверное, видно будет. То есть вот у вас стена, например, коридор, и дальше пошел наружный угол вот туда. Проклеиваем вот таким вот образом. По углу ровненько стараемся сделать. Нанесли штукатурку, сняли. У вас остается ровный край. Если у вас здесь дверь, здесь наличники, дверная панелка, в самом лучшем варианте ее снять. Потому что штукатурка должна заходить под опанелку. Так же, как и обои. Например, если мы обои клеим, в лучшем варианте, если опанелка снята, то есть мы поклеили до дверной коробки, и потом уже на обои мы одеваем наличник. То же самое со штукатуркой декоративной. Но если такой возможности нет, тогда в помощь снова к нам приходит малярный скотч. Он наш помощник вообще на века. Мы вот так вот проклеиваем вот это все хозяйство, наносим и сразу же снимаем. То есть по такому же принципу. Единственное, что когда мы работаем с наличниками, нам как-то надо максимально все-таки не оставить щель видную. Ну, например, здесь у нас штукатурка зеленого цвета, а там серая видна из-под наличников. Вот чтобы такого не было. То есть как-то максимально все-таки под нее, там же все равно есть зазорчик, ну, шпателечком, как-то надо вот, то есть тут нет таких специальных приспособлений, это все только делается руками человека. Это вот что касается на вопросы, как быть с углами и как быть с опанелкой. Теперь мы оставляем краску сохнуть. Полностью высохла наша краска. Кстати, еще один такой момент. По статистике. Мы отследили статистику и понравился людям эффект пленки. А еще мы отследили статистику, что 50% наших зрителей смотрят видео без подписки. В чем проблема? Подписаться-то почему нельзя? Вы же можете что-то важное пропустить. Подписывайтесь. Так, смотрите. Мы будем работать вот с такой вот штукатуркой. Это венецианская штукатурка в базе С. Вот так вот. Это производитель декора, называется Фавретто. Венецианская штукатурка в базе С. Хочу рассказать немножко, что такое база С и база А. То же самое в красках. Например, есть краска для потолка, которую вы покрасили, и потолок белый. Это краска база А. То есть это белый состав, который можно нанести как самостоятельный, так и можно его заколеровать в более светлые такие тона. И есть база С, это полупрозрачный состав. Если бы вы ее использовали самостоятельно, базу С, например, на потолок, то она бы не была белая, она бы не укрыла полностью. Это такой полупрозрачный состав. И сейчас мы будем штукатурку, то же самое со штукатурками база А и база С. Например, венецианская штукатурка в базе С, она не укроет вот эту вот нашу краску целиком, а краска будет, по моим предположениям, через нее просвечивать, то есть будет видна краска, вот эта тональность. Поэтому мы будем использовать базу С. Наносим штукатурку тонким слоем. Ну, таким достаточно тоненьким слоем. Наносим кельмой. Вот так вот. Как обычно все, с левого верхнего угла нанесли участок стены. Я вам специально показываю небольшой участок. На стене у вас это будет участок побольше, то есть он не будет вот таким малюсеньким. На стене он будет там, ну, метр на метр, 50 на 50, кому как удобно. Нанесли вот такой участок. Берем пленку. Пленка выглядит вот так. Это укрывочная пленка, она очень тоненькая, 7 микрон, вот такая пленка. И в ней единое полотно 4 на 5 метров, то есть вам хватит как минимум на всю стену. Также есть эти пленки больше, ну то есть она дешевая, она там рублей 80 или 90 что ли стоит. Вот так вот она выглядит. В прошлом видео мы не показывали, мы показывали из черной пленки куска. Теперь мы показываем вот, то есть мы открываем этот пакет. Достаем пленку, она очень тонюсенькая.
и она единым полотном. То есть на стене никакие куски стыковать не нужно. Вот вы ее разворачиваете вот так. Вот она. Вот такая пленочка. И дальше пошли. У вас ее на всю стену. Вот так вот мы поступаем. Приклеили. И руками создаем фактуру. Вот так вот. Вот так. То есть мы всяко-всяко перекручиваем штукатурку под пленкой. Вот так. И она у нас, смотрите, не падает. Это что касается, как это сделать на стене. Вот так это делать на стене. То есть вы сделали кусок, прилепили, сформировали рисунок. Дальше вы снова берете штукатурку, наносите ее на следующий участок, пленочку вот так отодвигаем, наносим, оп, извините, вот так вот наносим, наносим. И точно так же следующий участок мы пленку распаковываем дальше и приклеиваем ее вот сюда, вот таким образом. Раз. И вот так. Вот так. Ничего нигде не падает, не отслаивается, не отклеивается. И вы по всей стене можете смело вот так наносить. Отодвигаем. Следующий участок наносим. Опускаем пленку и формируем рисунок. Следующий участок отодвигаем и наносим таким вот образом. И оставляем сохнуть, ну в среднем пусть она сохнет хотя бы там часов 8. Пусть она сохнет. Дальше мы ее снимем. Ждем высыхания. После высыхания мы подождали примерно 4 часа. У каждого это будет по-разному. То есть нам нужно было подождать, когда подсохнет под пленкой штукатурка. И теперь мы ее должны снять. Это следующий этап работы. То есть берем за уголок и аккуратненько снимаем. Смотрите, как мы снимаем. Вот сюда тянем. То есть мы не тянем вот так. Видно там? Вот так снимаем пленку. Аккуратно. Вот такое у нее снятие. То есть мы должны снять, сейчас на камеру на другую, чтобы было видно. Вот таким образом. Не вот так вот тянуть, а вот так. Снимаем полностью со всей стены и снова даем ей высохнуть. До завтрашнего дня теперь уже пусть сохнет. Пленка очень тоненькая. Она не повредит вашу штукатурку. То есть вы вот так вот снимаем аккуратно. Мы видим, что из-под штукатурки венецианской в базе С у нас просвечивает краска. То есть такой у нас эффект двухцветия. Вот так сняли. И теперь мы ждем сутки до ее полного высыхания. Полностью высохла наша штукатурка венецианская. Вернемся к скотчу. Одна еще деталь. Мы с вами что говорили о чем? О том, что мы проклеиваем вот эти вот края, наносим штукатурку и снимаем. Здесь точно так же проклеиваем края, наносим штукатурку и снимаем. Это чтобы не было нахлестов на соседнюю стену. Сделали одну стену. Мы можем также одновременно сделать
противоположную стену, также со скотчем. Ждем полного высыхания этих стен. Когда они высохли, точно так же берем скотч, наклеиваем теперь уже на сухую поверхность, вот так вот в угол, наклеиваем скотч, наносим штукатурку на соседнюю стену и сразу же, пока сыро, штукатурку скотч снимаем. Сразу же, пока сыро, снимаем скотч. Наносим, полностью ждем высыхания всех 4 стен, или там сколько у вас стен, не знаю, 6, 10, 2, неважно. Ждем полного высыхания, и смотрите, у нас получается полупрозрачная штукатурка декоративная, венецианская в базе С. Она у нас полупрозрачная, видны вот этот вот рельеф от пленки, и под ним просвечивает тон. Ну, вроде бы неплохо, но давайте добавим блеска к ней. Будем использовать лазурь, вот такую, лазурь декора, лазурь золота. Наносим с помощью губки. Вот такой вот состав красивый, как показать, вот. Вот такой составчик симпатичный. И мы ее наносим с помощью губки. Вот таким образом. Прям втираем в круговую. Дополнительный блеск. Круговыми движениями просто наносим безотрывно, кстати, так же как и штукатурку мы наносим, также наносим и лазурь от угла до угла без остановки. Густая такая хорошая лазурь. И в принципе все. Что еще можно сюда добавить? Можно лаком покрыть, если хотите. Когда высохнет лазурь, берем лак матовый, например, и покрываем для дополнительной защиты. Все. Это и то по желанию. Лаком не все покрывают. Ну, коридоры, кухни можно, например, в комнаты, не обязательно даже. Сейчас посмотрим поближе, что у нас получилось. Я думаю, что должно понравиться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И пока.